Элечка. И пришла она, чтобы померять специально мои вещи, которые я показываю, которые я шью, которые я делаю для вас. И сегодня она, кстати, себе тоже несколько платьев уже смотрела. Но сегодня мы хотим показаться и в других вещах. Я хочу посмотреть, что новое пришло в твоей коллекции. Но у меня, ты же в курсе, что у меня почти каждую неделю что-то новое появляется. То есть у меня нет какого-то специального графика, и когда у меня есть творческое воображение, я себе сажусь, делаю вещи, и потом ее показываю. Ну и тут, пользуясь случаем, хочу тебе сказать большое спасибо, потому что благодаря тебе у меня очень много на моем канале фильмов с твоим участием. Ну и что, друзья, вам хочу сказать, что когда Эля одевает мои вещи, на ней они выглядят совершенно иначе, потому что я победка плюс, несколько плюсов сайз, а Эля у нас прекрасная, элегантская женщина, и, конечно, мои огромные вещи на ней тоже выглядят идеально. Потому что у тебя такой особенный размер, нашьешь на всех. Вот одна модель, она может быть как у меня, так и потрясающая. Это уникальность вот в этом состоит. Да, согласна с тобой, потому что ты же видела, у меня и другие есть подружки, мои модели, которые одевают эти вещи, меряют, и они, у них совершенно другая фигура, то есть мы как бы в разных весовых категориях. Смотрятся эти вещи, потому что... Но смотрятся хорошо, потому что я очень долго, прежде чем начала вообще делать вещи не только для себя, но, конечно, как бы преимущество это вещи в моей гардеробе, так как ты знаешь, которые я делаю для себя. От этого я начинала. Но сегодня вещей уже насобиралось настолько, что если их не продавать, ну то что, это будет все, моль мне все сожрет, потому что это все натуральные вещи. Натуральные. Да, натуральные, вот это вот потрясающе. Тоже уникальность в этом этих всех вещей, что это все из натуральных тканей, ХБ. То есть это не синтетика, это не... Ну, прежде всего, конечно, мой любимый материал это джинс, деним. И в большинстве шью с этого, но не только. То есть это может быть и ситец, и штапель, и льнен. Вот это вот льняное. Очень. Вы не поверите, оно такое мягкое, оно такое приятное, очень потрясающе. Ну, натуральные вещи вообще приятно всегда носить, поэтому, конечно, в стиле бохо, который я и предлагаю всем и доминируют в моей творчестве, конечно, они предвидят то, что эти материалы будут натуральные. И причем не только катон и не только джинс, но здесь в чем вся прелесть? Мы можем соединять вещи несоединяемые. Вот я могу, например, на меховую шубу пришить, не знаю, какой-то там ажурный, коронковый, например, какую-то рюшечку. И это будет нормально. То есть это будет нормально. А на за льняной сукенки я могу, например, карманы сделать с меховым или с кожаным, даже с отделкой. То есть это можно. Творчество позволяет нам делать наши все вещи неповторимыми. В этом вся прелесть. Ты знаешь, что мне нравится, Лена, то, что она действительно неповторима. Я знаю, что я выйду, и никто больше в такой одежде ходить не будет. Потому что эта вещь, она единственная в своем экземпляре. Потому что вот я очень не люблю повторяться. Я не люблю это, ну просто для меня просто трагедия, когда я иду и вижу такое же на мне, на каком-то платье. А это в единственном экземпляре. Согласна. Ну, наверное, руками, девочки, наверное, все модницы с этим согласятся, да, что нам и прежде всего важно, чтобы эти вещи, которые мы себе приобретаем в нашей гардеробе, чтобы они были уникатовые, уникальные, неповторимые, оригинальные. И кроме того, что мы миксуем разные текстуры, я во всяком случае так делаю, фасоны самые вообще сумасшедшие, можно сказать, иногда, то еще это дает возможность сделать эту вещь уникальной. И это самое главное преимущество, я думаю, в нашей модной гардеробе, которую мы себе создаем сами. А скажи мне, Эля, ты вообще вот стиль бохо, как к нему относишься? Но я вижу, что ты выбираешь мои платья, которые, конечно, в этом стиле. А вот
В твоей гардеробе, в твоей личной гардеробе тоже такие присутствуют вещи? Ну да, они присутствуют, но это магазинные были вещи, а теперь я нашла вот потрясающего такой вот творческого человека, который помогает мне подчеркнуть мою индивидуальность, потому что я одна вот в этой вещи, понимаете? Вот это очень важно. Ты даешь возможность Мне так почувствовать приятно. себя женщиной. Прошу еще. Я обожаю комплименты, как и каждая женщина обожаю комплименты, а тем более, когда хвалят твое творчество. Конечно. Ну, это, конечно, самое главное. А ты знаешь, я, например, мне доводилось быть на улице в своих вещах, которые вообще выглядят, конечно, crazy, шал crazy. Там и куски с джинс, и дырки, и коронка, и вообще карманы неизвестно чего. Но самое интересное, что даже мужчины обращают на это внимание и делают мне комплименты. Вы представляете? В ее вещах не останешься незамеченной. Женщины, если вас не видят, одевайтесь у Лены, вас увидят. 100%. Те вещи, которые я делаю, мало того, что фасоны уникальные, натуральные материалы, то наверняка нет второй такой подобной вещи. Нет. Уникальность гарантирована. Ну и пользуясь случаем сегодня прямого эфира, мы здесь приготовили несколько вещей из гардероба. Я надеюсь, что ты их померяешь. Очень горю желанием. Просто горю желанием. Я знаю точно, что сегодня я не уйду без какой-то вещи. Это я знаю. Я не могу сразу все купить, честно вам скажу. Ну, понятно, вещи ручной работы, это же не... недорогие, у тебя цены отличные, просто прекрасные. Они спасибо. доступны. Они доступны. Потому что вот я смотрела других работы, других вот таких вот, я тоже смотрела мастеров, да. Ты знаешь, цены ты мне извини, там в разы дороже. У тебя ничуть не хуже, у тебя даже лучше. И я рада, что я могу к тебе прийти, померить, увидеть, почувствовать. Но самое главное, ты забираешь энергию мастера. Да. Я же вкладываю в эти вещи свою любовь, свою энергию. И, естественно, это, конечно, это чувствуется. Это чувствуется. Вот я сейчас одела вот такой вот очень интересный такой вот сарафанчик на улице. Сейчас у нас тепло. Мне бы хотелось вам показать, если можно, с вашей Конечно, вот давай я чуть-чуть отодвинусь, сделаю вот камеру, и можешь первое, что очень нам нравится, показать. обратите внимание, да, вот смотрите, какие здесь карманы. Ну, давай ты. Размер, конечно, большой. Смотрите, он может быть на любой сайз. Видите? Так, смотри, здесь благодаря тому, что здесь, смотрите, в боках сделано с хлопчатобумажной тканинки, то есть оно тянется. Если здесь вставки льняные, которые лен не дает нам возможности растягиваться, то бок сделан так хитро, что его можно до своей фигуры тут приспособить. И вот Эля, где размер у нее 40-42, может быть... Нет, что это, у меня 46. 46, ну хорошо, у меня 52-54, мы с успехом входим в это, вот в такую вещь. Если у меня было 44, тоже было бы отлично смотреться. Да, меньшие размеры тоже. И, ну что, сукенка вроде бы ничего сложного. Очень мягкая, льняная. Фасон, как видите, известный в Бохо, очень известный. Те девочки, которые шьют такие вещи, знают, как это кроется, как это делается. Фасон вроде бы простый, но он и дает как бы свой эффект благодаря вот этим карманам огромным. Да. Не все, конечно, любят, но дело вкуса, дело любителя, правда? А сюда еще и бижутерию, вот мою, возьми, положи. Или даже я люблю твою бижутерию тоже, кстати, Лена, ты делаешь потрясающую бижутерию. Я вот забыла об этом сказать. Сейчас я... Может быть, тут нет. Смотрите, как сразу как-то стильно. Все не буду выкладывать, ну, кое-что показать можно. Да. Это бижутерию, которую я делаю с синей, вот этот ошейник. Давай мы оденем, он голубой, вроде бы к серому будет подходить. Попробуй одень. Вот да, такой тоже длинный ситуар, ну, к небесному, сережки я думаю, что... Лена, аксессуары, в общем, тоже бесподобные. Знаете, каждый день можно менять и чувствовать себя просто королевой. Так самое главное, что к одному платью, добавляя разные аксессуары и бижутерия с глиной полимеровой, которую я делаю, мы выглядим совершенно другому. Конечно, нашим целям сейчас не есть показать полностью лук, потому что вот Эля у меня на босса ходит. Вообще тепло сегодня. Я люблю на босса.
Но все равно, так бы сначала мне надо бы было ей придумать какие-то буты и, может быть, какую-то кепку, я не знаю, но Мы разные. пытаемся удивить сейчас людей бутами, Видом, да. видом внешним. Просто хотим показать, насколько ценно и уникально вот это творение того, что я сейчас буду мерить на себя. Потому что это новая коллекция, я хочу ее все перемерить сегодня. Итак, с чего можно начать? Ну, я знаю, что... Давай с плащей начну. Давай, Сейчас давай. как раз еще сезон, как раз вот таких вот легких плащей начался. Да? Значит, друзья, я приготовила сегодня несколько платьев на лето. Это льняные, хлопчатобумажные, комбинированные, тоже в размере плюс сайз, размеры плюс. И сейчас я хочу, потому что еще такая пора, такой весенний сезон, и еще мы одеваем с вами уже легкие весенние плащики или додатки плащики. Вот сейчас Эля покажет, это, можно сказать, летний, весенний плащик, который можно накинуть на себя, когда уже тепло, когда не надо укутываться в шали, тоже большой размер. Но вот посмотрите на маленькой, на дробной модели, как смотрится причем у нас замечательно. застегивается на вот такие вот такие На кнопочки. заклепки. Смотрите. Класс, слушай. То есть можно, если как бы не хочешь это вот, ну, пожалуйста, заклепывается. И вот, а ты знаешь что, возьми на этот же плащ, не снимай капюшона, одень еще черный. У меня два таких изделия. Один вот я сделала в ярких желтых тонах, вообще любимый мой цвет, я обожаю такие вещи. А второй черный, он, покажи вот широко, черный вот этот откроешь, вот он тоже соединенный с шифоном. Ничего себе. С шифоном, да, если на короткую оденешь, например, платье и юбочку, будут светиться. Классно. То есть соединенный с шифоном. А этот сверху. Вот просто я хотела класс, сама тоже посмотреть. Красиво очень, то есть его можно два в одном. Вот смотрите. Один плащик на другой плащик, капюшон остается. Здесь немножко выходит это желтые горохи фиолетовые. Ну, конечно, Эля сегодня, она уцепилась в эту льняную тунику. Я у тебя это сегодня закупаю. Не хочет, я хорошо. Сегодня у тебя это забирать. Не хочет ее снимать, говорю, ну хорошо, может быть, плащ не специально смотрится. Поэтому я с голыми руками сегодня, ну как бы, вы же понимаете. Но мы сейчас пойдем какую-то блузку, может быть, нам удастся одеть, чтобы показать другим вещи. Значит так, это вискоза, вот это вискоза и шифон. И шифон, так я сказала, что соединяется с долей прозрачная вообще. Не знаю, видно это на камеру или нет, но, наверное, видно. То есть это скомбинировано. А внизу, конечно, это уже синтетическая коронка, которая сделана с эластана, понятно. Но коронки можно применять тоже натуральные хлопчатобумажные, но не в плащах, девочки. Коронка внизу, представляете, если мы где-то наступим или зацепимся, или, не знаю, порвем, жалко. Коронка натуральная, вообще она очень дорогая. Поэтому здесь на такие вещи плащик, как наиболее коронка синтетическая. Смотрите, какая красота. Вообще просто чувствуешь себя какой-то, знаете, королевой Марго, смотрите. Королева Марго. Да, сразу мы в средние века, во Францию. Ну, не обязательно. Ну, вот я не знаю, я себя ощущаю просто королевой. Это хорошо, прекрасно. Корона. Слушай, в общем, смотри, капюшон снимается, и вот такое вот очень красивое, очень сочетание. Вообще, желтое с черным я люблю. Так вот смотри, мы это просто случайно одели, я тут Элли посоветовала черный с желтым. И уже получилось такое хорошее сочетание. Ну, а когда у тебя два изделия, ты можешь это отдельно, естественно, одевать и дополнять в своей гардеробе. Я вот у тебя видела один плащ, я его еще не мерила, но я не могу, он такой какой-то цветной, я хочу его очень сильно померить и рассмотреть. То есть ты на него уже как бы на красное, да? Да, там вот он, я вижу, висит. Хорошо, давай одевай, конечно, можно. Все сегодня примерки. Девочки, вот такие плащи, их очень легко создать. Если кто-то из вас шьет даже минимально, пожалуйста, приглашаю вас на свой канал YouTube, где у меня много обучающих фильмиков. Я, правда, делаю их на польском языке, но не переживайте, включайте себя. У меня описаны эти фильмы на разных языках. То есть вы можете и по-русски смотреть, и по-украински, и по-английски, если вам нравится. Включайте другие языки, обучающие фильмы.
шаг за шагом научат вас, как сделать такую вещь. А если не хотите, ленитесь, бывает, не хотите шить такие вещи, значит, нужно купить готовые у Лены, приглашаю, Да. соединяйтесь в контакт. И вот этот плащ. плащ. Я сейчас буду все покупать. Девочки, посмотрите на эту прелесть. Я не знаю, расскажи, из чего это. Сейчас Посмотри, расскажу. во-первых, пуговицы здесь какие. Деревянные, Деревянные, натурального дерева. большие. Смотрите, пуговицы. какой капюшон здесь. Модный такой вот рукав. Обратите внимание. Боже, слушай, Лена. Сейчас А расскажу. карманы? Сейчас расскажу. Сюда не Деточки. только влезет вся моя косметичка. Ну, сюда влезет сумочка. Две вся сумочки. сумочка. Две сумочки. Сейчас Боже. рассказываю. Во-первых, он очень широкий, расклешенный, так как видите, вот он показывает. Но самое его достоинство в том, я шила этот плащ, кстати, почти 2 недели. Ого. А почему? Вы знаете, что я использую натуральные ткани, а галстуки мужские, девочки, из чего шьются? Шелка. Но только из шелка. Представляю себе Поэтому сейчас я использовала для работу. работы этого проекта шелковые мужские галстуки. Каждый галстук был Вот это из постиран. галстуков? Это из галстуков пошито, да. Это пошито Слушай, из галстуков. смотри, я даже посчитаю тебе раз галстук, два галстук, три Нет, ну галстук. не считай, я тебе и так скажу, 25 галстуков мужских. Мама дорогая, берешь 2 недели, я удивляюсь, что ты не шила это больше. И каждый галстук надо было сначала постирать, Боже, распороть, красота. разгладить, потом сшить с них полотна патчворковые, нашить это на подкладку, простегать, потому что этот плащ, он простеганный, вот такой фигурной, видишь? То есть получается, он не просто, он еще и здесь изнутри. Конечно, он простеганный, да. Как бы класс, слушай. Вот, и потом из этих полотен я сделала вот такой плащик. Ну, а чтобы он смотрелся как плащ, конечно, капюшон. Ну, куда же без капюшона? Ну вот капюшон, я тебе говорю, точно королева. Точно королева Марко. Кстати, Смотри. его можно, смотри, вот подвернуть вот так, Ага. если хочешь, вот так, да, можно вот так. Тогда больше видно вот этот цвет. Да, и капюшончик Вот так уже поменьше, лучше, правда? И Так видно ты- более яркое такое обрамление. Вот. А можно Слушайте, просто откинуть я назад. просто... Его можно и под каблуки, и под кроссовки, под ботинки. Так что смотрите, девочки, у нас вся структура на хлопчатобумажной ткани, нашиты вот эти вот галстуки, простеганы. И вот этот верх я сделала с 100% хлопок, хлопчатобумажный, Да, но он твердый. Ты видишь, твердый, это такой где-то структура 60, то есть он очень толстый, не тонкий. Да, И он не поэтому тонкий, то есть он- поэтому в нем не холодно будет, да? Он Не, ну на понятно, что пластике. зимой не одеть. Нет, Слушай, нет, Лена, это весенний. если я хочу вот все-таки такое, знаешь, вот немножко холодно, такая холодная весна, могу я какую-то подстежку под него, да, одеть? Ну, конечно, можно. Если, Слушай. например, вот смотри, можешь там взять подстежка, вот Ага. возьми эту подстежку. Девочки, у меня, я последний, вот тут белую. Вот, белый. Я последний проект, который делала, это сделала такое апциклинг подтяжки от старого плаща. Ага, Я ее класс. взяла. Это вот это. Ты сними плащ сначала. Ага. Ты ж хочешь потом как бы сверху утеплиться? подстежку, да. Так вот смотри, а может быть один сначала наверх, один сначала точно, наверх, мы точно. сейчас просто ее покажем, я расскажу. Так вот смотрите, девочки, я взяла подстежку, подпинку от старого плаща, сделала с него, пришила кожаные натуральные карманы впереди и внутри, она двухсторонняя. Кожа, точно. Она двухсторонняя, Эля. Да. Внутри точно А. так же. То есть можно мы ее можем одеть. одевать Если вам надоело двухсторонне. таскать белый цвет, девочки, вы можете поменять, короче, носить. Если мы одеваем белые какие-то, я не Супер. знаю, штаны, джинсы, то мы Здесь можем... тоже есть карман, девчонки. То есть вы Кожаные можете- карманы, да, с натуральной кожей впереди и сзади. И самое уникальное этого плаща, повернись, пожалуйста, это вот эта надпись, которую, кстати, я сама придумала. Это тоже вот аппликации с кожи натурально сделаны. И здесь написано You can be a king if you forget about your pawns. Вау. Значит, это в переводе, что не можешь быть королем, если забываешь о своих пешках вот этих. Я Не же тебе можешь быть говорю, мы королем. говорим о королеве, о королях. Ну вот, Смотрите, девочки, плащ королевы Марго, а это не забываем о королях. ну, Девчонки, я тебе да. говорю, ты шьешь для королев.
Ну, То по-другому есть, не если получается. женщина не королева, она одела и чувствует себя королевой. Ну вот смотри, чуть-чуть дальше отойди, чувствую. чуть-чуть дальше отойди. Я просто хочу, чтобы в целости было видно. Смотрите, внизу видно этот плащ, он там выходит на доле, капюшон, и она одела наверх утепление вот такой безрукавник. Но этот же безрукавник можно одеть, переодеть под плащ. Кстати, когда снимаешь... О, кстати, оно... Да, попробуем, мы можем все версии Смотри, попробовать. мы пробуем версию другую, которая вторая сторона. Тоже, видите? Тоже с карманами. То есть надоело белое носить. Меняем, девчонки. Зачем Кстати, смотри, к желтому тоже подходит. Да. Потому что здесь немножко бронзы, вот такой желтый, да, подходит. Сейчас я померяю все-таки, как ее, как подстежку. И вот Эля поставила вопрос, можно ли этот плащик на холодный день одеть. Ну можно, если даже мы шерстяные вещи или какой-то костюм, или брюки, или свитер грубый оденем под низ и сверху оденем этот плащик, рукава, здесь рукав 3/4. Но если мы оденем какой-то, не знаю, шерстяной, например, гольф или свитер с длинным рукавом, то он имеет право у нас, имеет право быть и выходить из этого плаща, правда? И вот сейчас она одела эту уже самую подпинку. Вот смотрите, вот сейчас у меня подстежка, ну вот этот плащик под низом, как подстежку я его использую. Вот смотрите, насколько абсолютно ничего в фигуре не изменилось. Я не стала больше. Нет. Потому что он как бы, вот видите, вот этот вот сайз-размер, который как бы вот уникальный, он на все размеры, он скрывает, что у меня под низом подстежка. Слушай, и мне будет теплее, да? То есть конечно, да. Потому что зимой я не одену, понятно, потому что здесь рукав. Видите, какой, девчонки, модный. Такой вот, можно его вот так вот воланом, да? Прелесть. И вот смотри, ты сейчас тут подстежку одела, у тебя немножко плечи поднялись, да? Сюда, да, вот как в плащах. Да. Слушай, а сейчас же это модно. Да, и вот сейчас смотрится больше даже... Как 90-е, когда вот эти плечики у нас были, вот мы подшивали, а здесь даже плечиков нету. Нет, но, нет, девчонки, я смотрите, не насколько использую фасон плечи. настолько уникальный, что вообще класс. Действительно, чувствую себя просто, вы знаете, каблуки надо еще вот высокие одеть, и будет законченный образ. Лен, Ну, я думаю, уникально. что сапожки здесь бы подошли. Да. Или такие бутерки какие-нибудь, знаешь. Уникальный. И ты знаешь, вот не зря прямо на него прям смотрю, и попозже мы с тобой поговорим. Понятно. Мне надо будет узнать всё. Нет, с тобой мы не будем на эту тему разговаривать, потому что ты хочешь слишком все и слишком много. А другим девочкам тоже хочется иметь уникальные вещи. Пусть поспешат. Значит, девочки, торопитесь. А то тут сегодня ко мне клиентка пришла, которая любит мои вещи. Вообще она меня любит. Любишь меня? Да. Люблю и тебя, и Поэтому фильмики твои. Понятно. А теперь, может быть, вот эту курточку еще желтую одень. Я ее сделала в таком стиле бохо этно, в таким... Ну, я не эту я думала. Ну, ладно, уже все, оставь. Нет, вот ту желтую я имела в виду. Желтую курточку. Вот это? Начала о ней рассказывать просто. Ну, не имеет значения, у нас есть время. Девочки, вот эту куртку я ушила в стиле бохо этно и использовала для апциклингования этой куртки додатки, вот эти дополнения с натуральной вевна. Бавовна? Хлопок? Нет, вевна, бараны. Шерсть. Не хватает слов. Шерстяные додатки. То есть вот это вот натуральные додатки. И с тылу я использовала, смотрите, покажи нам, пожалуйста. Я использовала тоже с натуральной шерстяной нити, сделано крестиком, вышито вот этот узор, прекрасный букет цветов. И здесь добавила, что там у меня пишется, I love folk. Я обожаю людовое, натуральный фольклор. То есть это в стиле людового. Девчонки, смотрите, идет сюда в подарок шар. Класс. Может быть, кто-то не любит, конечно. Делает образ еще ярче. Но сразу делает, да, конечно, ярче. И вот эти вот тут висюльки, это хлопчатобумажные, кстати, дополнения. И вот эти вот даже веселки, которые я сюда привязала, они... Так иди смотри, они, как они идут к этому, как раз веселки идут к этому шарфику.
Так что вот такая куртка, тоже размер, смотрите, размер есть большой, плюс Размер. сайз. Вот, смотрите, показываю. Но смотрится на Эле Ну, можно прекрасно. и на меня. Не попала в карман сбоку, да. Два кармана сбоку. Вот. Фасон идеальный. Каждая дама будет выглядеть неповторимой. Вот она одела на летнюю, правда, на летнюю платье, но Ну не что, могу с нее тащить. Да, это я прям. хочу в нем как бы сегодня быть. Но вообще, если мы оденем, например, какую-то такую более тяжелую низ, например, тот же кардигановую какую-то юбку длинную, или, например, брюки Ну, шерстяные, это можно и тоже по будет. такой длину тоже. Нет, как ну бы, в если летнюю, что. скорее Нет, ну всего, не в летнюю, я имею в виду, летнюю. такую юбочку можно тоже как бы доказать. Можно. Но здесь как раз этот фасон не очень смотрится. Ты Во-первых, думаешь? А мне нравится. нет, ну цветами не очень мне подходит, не совсем. Вот. А ну, в сумме можно себе лук допасовать, какой нравится. И приятно. Вот каждую вещь, которую берешь в руки, Да. она просто, ее хочется обнимать и иметь на себе. Да, очень хочется, это правда. Вы знаете, я всегда повторяю, что, девочки, мы вещи должны выбирать, я тут буду передвигаться время от времени, мы должны себе приобретать такие вещи, чтобы не вещи нас носили, а мы их вынашивали, и причем до дырок. Вот в моей гардеробе есть несколько таких вещей, которые я сносила практически до дырок. И я их дальше латаю, делаю, и все равно не могу выбросить. Я вообще не выбрасываю старых вещей. Они просто уникальные. И выбрасывать такие вещи, которые натуральные, Смотри, что я нашла в просто нельзя. Вот уже она надела следующий плащик, посмотрим. Мне хочется показать, просто нет. Посмотрите, сколько здесь надписей. Смотри, сколько как стильно, посмотри вообще. А ну расскажи мне. Вот сейчас я расскажу. Значит так. Это обычный плащ, он есть хлопчатобумажный с добавлением вискозы. Но я сделала его неповторимым благодаря вот таким пристегнутым с хлопчатобумажных толстых материала, сшитого вдвойне. На него сделала вот такие дырки, заклепки специальным таким ужензением и написала специальными декорацийными красками вот такие надписи. Смотрите, все эти надписи пристегнуты на обычные огромные булавки. Ну вот золотые, белые. Слушай, действительно, обычные булавки. То есть можно вот это все отстегнуть, и у тебя будет просто плащ, да? Вот видели? То есть ну просто плащ неинтересно. Мне просто плащ неинтересный. 100%. Он интересен тем, что... Я просто говорю о том, что это все просто добавляет такой стильности, уникальности. Вообще просто... И, девочки, смотрите, вот, например, такое изменение каждая из вас может сделать. Если не умеете сшить платье, не знаю, брюки, плащ, тем более, да, зато Мне, сделать например, вот некогда. такую... Я вот, лучше приду к тебе и куплю. Ну, понятно. Ну, хорошо, что такие клиенты есть, а то бы я без работы была. А вот такое изменение можете сделать легко, с легкостью. Еще раз приглашаю вас на свой YouTube-канал, сделано руками OLM, где я показываю, как я делаю вот такие вещи, изменения. Иногда перерабатываю вещи в 10 минут, которые совершенно изменяют. И смотри, размер, опять же таки, он и как на меня, да, такой вот, и также и он... Размер огромный, этот размер 7XL, я тебе хочу сказать. Но он видно на тебе, что он 7XL? Да, нет, вообще, класс. И опять же, слушай, мне нравится. Плащик хотя бы он, смотри, он на подкладочке. Но если ты опять же под этот плащик оденешь вот такую подпинку, которую мы только что мерили, все, ты можешь его спокойно зимой одевать, и когда хочешь. Класс. Тем более, например, так как у нас в Европе, у нас здесь нет зимы, знаешь, такое 30 градусов мороза, это нормальные зимы, и в таком плаще можно ходить просто. Смотрите, девчонки, очень стильно, можно вот так вот его и как расстегнутый носить, и застегнуть. Кстати, вот этот плащ с этим платьем компонируется, мне нравится. А вот с курточкой было не очень. Да что хочешь. И повернись еще немножко. И вот здесь вот fashionable designer.
модный дизайнер. То есть я такие выбираю как бы общепринятые какие-то выражения, которые позволяют носить эту вещь и молодым, и старшим, и плюс 60, так как есть, и 60 плюс, и больше, не имеет значения. То есть не пишу здесь какие-то вообще такие лозунги, Да. чашки, кости, что-то Здесь такое. действительно все про моду, всё про стиль. Универсально. Да, универсально. Класс. Ой, слушай, прелесть. Вообще уникально. А вот внизу здесь написано New Creation, это новый помысл. Новые мысли. Новые мысли. Класс, очень красивый. Слушай, это уже третья вещь, которая я уже сегодня ее хочу. Но я знаю, что ты сегодня не уйдешь с пустыми руками. Не, ну я что-то одно куплю. Ну, Лена, понятно. Я не могу все сразу. Понятно. Девочки, что хочу сказать, мы вот вначале уже вернусь к этому разговору, Эля сейчас войдет в слово и тоже скажет. Она тоже проверяла на других сайтах цены других мастеров, где продаются вещи, сделанные своими руками, с рециклинга. С рециклинга, да, это пэтчворковые, хафтованные, вышиванные, всякие вещи, и они очень дорогие. У меня, конечно, эти вещи не дешевые, но цены доступные. Цены доступные. Не дороже, чем в магазине, девочки, это я вам обещаю. И для тех, кто заинтересуется, быть может, какими-то вещами, пожалуйста, соединяйтесь, пишите мне в информации, если даже, например, вы на YouTube находитесь, напишите мне в комментарии, я найду способ, чтобы с вами связаться, или входите по ссылочкам, которые я оставляю почти под каждым видео на мой магазин Vinted. Там вы найдете вещи уникатовые, уникальные, которые вот я тоже сегодня вам здесь показываю. И если они еще доступны в продаже, их можно купить. Вот, Эля, Проще всего тебе написать, мне кажется, в Телеграме. Сообщение, да. В личное сразу сообщение, там есть ссылочка. Если, например, не хотите через магазин, но не каждый доверяет, это я понимаю, сегодня такое время, что не все доверяют. То есть, если мы делаем покупку на Vinted, то вы точно уверены и гарантированы, что эти деньги не пойдут в синюю даль, а останутся в моем кошельке, и вы свою вещь получите. А если кто-то знает меня, может быть, кто-то лично меня знает и живет где-то поблизости, здесь, в Польше, со мной, в моем городе, приглашаю, звоните, обращайтесь, можно прийти ко мне, померять, нет проблем. Вот, Эля, в следующей вещи показывает. Нашла у тебя потрясающий какой-то такой вот цветной. Боже мой, девочки, вот ну, это тоже легкий пластик. Боже мой. Знаете, хочется вот так вот все время, как младенца попа. Он на кнопках или на пуговицах? Я даже на кнопочках. Я вот на кнопочках, да, на кнопочках. Внутри тоже, так как эти сделаны в технике патчворк, нашито на готовые изделия уже, на хлопчатобумажная подстава, сделаны вот эти вот. Обалдеть, смотри, сколько карманчиков. Сюда можно засунуть что-то. Заначку от мужа. Вот тут еще есть Здесь карманы. Но сзади здесь нет, а вообще вверху потрясающе. Я не знаю, хорошо видно или нет. Девочки, просто передать слов нет. Оно настолько мягкое, потому что каждый кусочек, причем из кусочков, да, сделано? Ну, конечно, с каждой другой. Это не одна ткань, это куча кусочков. Но кто знает, что значит patchwork, это сшитие ковалки, лоскутное шитье, так называемое. Я узнаю кусочек с тобой. Да, это кусочек вот у меня остался. Это вот видите, девочки, что доказывает то, что это все в единственном экземпляре. Ну, второго такого не сделаешь, хотя бы с того повода, что у меня уже таких материалов нет. Слушай, такое к телу. Я не знаю, вот может быть камеру вот если ближе. Ну и естественно, что материалы все разные. Это вот, кстати, кусочки, которые остались от других проектов, новые ткани. Но я не выбрасываю даже маленькие кусочки. Они на создание вот такого полотна для больших вещей просто как вообще идеально. И я сшиваю все это. Просто прелесть. Девчонки, можно было же взять вот эту гору всю вот этих вот мелких лоскутков и просто выкинуть. А Лена творит из этого просто шедевры. Лен, я не знаю, я не устаю удивляться, просто когда я вижу какую-то новую вещь, поверьте, это шедевры. И я когда вот еще не мерила, я еще когда Лену плохо знала, но видела вот такие вот видосики. Фильмы смотрела. Фильмики, да, смотрела, подписалась на нее.
Потом узнала, что она живет в Польше, еще и в моем городе. Я настолько обрадовалась. И, боже мой, девушки, я когда пришла, потом начала это мерить, действительно, камера не передает вот этого всего, вот этой всей шедевральности просто, потому что оно и мягкое. Вот кто тактильный человек и любит вот эту мягкость, прикасаться, это потрясающее ощущение. Но это все делает Визуально натура, Эля. тоже, вот я говорю, визуал, мне тоже вот визуально очень приятно смотреть взглядом. Поверьте, у меня есть много вещей от Лены, и мужчины не оставляют меня без внимания. Когда я Но иду это мимо. пройти нельзя. Пройти нельзя, потому что оно ярко. У меня даже женщины оборачиваются. Это правда, это Мне правда. уже, знаешь, надо булавочкой купить что-то, что меня не сглазили. Не сглазили, понятно. Оборачиваются вещи. Девочки, конечно, плащик тоже в размере Да. плюс сайз, огромный, он впереди на заклепках. О, Большой размер, но я же говорю, на меньших размерах он тоже выглядит идеально, поэтому я свои вещи, так как минимум 5-6 размеров всегда предлагаю, то есть, предположим, от 42 до 52, то есть Всё, эти да. 5 спокойно Класс. размеров может быть, и один и тот же Ага. фасон, он подходит всем. Было, я что-то такое мерила у тебя, да, оно было еще меньше размера, да, было. А что не помнишь? Что не помню. Но его, наверное, я уже не вижу здесь. Гардероб, Ну, наверное, может ты быть, продала. ушло, наверное, пошло. Вот такой плащик. Так что сегодня я решила показать не просто на моделях свои изделия, а хотела рассказать о них больше. Процесс творческий, который я включаю при изготовлении таких изделий, это одна вещь. Но то, из чего я сделаю, как я это вижу, как это выглядит, мне очень важно было показать, и сегодня Элечка согласилась. Слушай, а можно я при этом, я не буду сейчас одевать. Не пока хочет джинсы. брюки одевать, но покажет Я вам пока хочу мою видеть. следующую Смотрите. куртку. Боже. Этого я обожаю эту вещь. Слушай, Она пошита на базе, обалдеть. как это называется, махрового Да, халата. махровый. Так Я вот, вижу здесь. Это что махровый махра. халат, который превратился в элегантскую неповторимую куртку. Прелесть. Но самое главное, что тебе... Можешь поближе Да. подойти? Смотрите, девочки, вот здесь карманы со льна, которые я сделала, они тоже ручную вышиты. То есть вот эти все вышивки, они сделаны вручную. Здесь, кстати, я сделала обрамление коронкой натуральной, тоже хлопковая. И что еще хотела сказать? Это не просто все, она двухсторонняя. Боже, класс. А Вот можно я выворачивай рукава, то есть ее Я можно вижу. носить в одну сторону. Причем очень приятный цвет, он какой-то такой вот грязно-розовый, как он называется? Грязно-розовый, да. Он так и Класс. называется, брудный руж. Ой, тоже карманчик. И есть. тоже приятно к телу. Слушайте. Вот смотрите, руки голые, да? Ага. Но приятно. Очень. Потому что это ХБ. Прелесть. Все клаптики, все кусочки, Слушайте, которые я девчонки, хочется использовала. так вот, знаете, вот прям вот завернуться как в пледе. Вот в Но теплом. детяки всегда этих притулянки такие, мишки Ага. какие-то спали, да? Так вот в этом можно Да. спать. Оно Класс. приятное. Не, ну спать я бы точно мне не спала. Я имею в виду, вот хочется, как ты говоришь, Да. дотрагиваться. Знаете, всё как время. мягкая плюшевая Игрушка. игрушка. Да, Вот это я обалдеть. хотела сказать. Это с этой стороны. А с этой стороны просто вот такое приятное Ну и ХБшное. вот на этой, например, в этом проекте я использовала аппликации, девочки, которые я делаю ружными это вот способами. этого? Смотри, да, мало того, что я пришиваю кусочки, потом изготовленный вручной способ пришиваю всякие дополнения, не знаю, там остатки материалов. Вот здесь вот тоже на льняном материале сделала надпись, кстати, со своим знаком Класс. Handmade OLM. Бабочки тут у нас летают, ну, весенний, Бабочки уже и не тоже. шуба, но еще и не Слушайте, ну летний классно, пиджак. То есть классно. Причем, такой- девчонки, если надоело цветной вариант, или тебя в нем уже видели 100 раз, ты можешь вот так вот просто, и у тебя будет как новая вещь. Классно. Мне, конечно, вот это пока что вот Ну, больше так понятно, нравится. да, больше презентацийный, Это, конечно, пройти пройти мимо него я не не знаю. просто Тут не сверху мало того, что кусочки, так еще аппликации. Да, оно сшито с кусочков, и потом Вообще на просто нем прелесть. нашиты аппликации, вот эти цветы, сзади маки. А вот эта вот часть, девочки, это гобелен на полотне, нарисованный руками.
руками. Это специальные краски для материала, не акварель, я забыла, как они называются, не помню, но они не смываются. Нет, не гуашь смывается. Это не смывается. Но она руками, образ был, вот эта картина нарисована на большом полотне, и я фрагмент использовала для вот этой куртки. Так что вещь, конечно, уникальная, второй такой точно, нет? Ты просто не видишь спины, но если ты ее снимешь, Не, ну посмотришь. я же видела, снимала. Слушайте, прелесть. Ну А то и есть здесь можно вот это завязать? то можно есть завязать, нету- да, можно есть пуговичка одна пуговичка есть вверху. одна. Хочется сказать, знаете, вот хочется ее назвать фуфаечка, но Да. она такая модная. Совершенно правильно, ее и можно назвать Ее фуфаечкой. невозможно назвать курткой. Там... Нет, это не куртка. Да. Это вот такая телогрейка к телу, Телогреечка. фуфаечка, но модная, неповторимая. Второй точно такой, не только в Польше, и вообще ни в одной стране не найдете. Это точно. Это Ни в одном, девчонки, потому что это создано из тех лоскутов, которых больше вы не найдете. И еще вот что, может быть, скажу. Здесь, конечно, основная часть аппликации нашита на машине. Но рукава, я не разрезала рукава, девочки. И когда делают такие вещи, вот эти все кусочки, их нужно пришить руками. Кошмар. Руками. Вот Ничего каждый из себе. тех, которые здесь положены, Эля, он сделаны руками. Лена, сколько То, у что тебя если ты не... времени? Ну, я уже не помню, потому что уже прошло какое-то Месяц, время. наверное, точно. Вот, но сделать это на машине Обалдеть. невозможно. Да, я вижу руками. От этого оно становится еще уникальнее. Хендмейд, настоящий хендмейд. Ну так в этом вся прелесть. Сделано руками, девчонки, сделано с любовью. Ну, я все свои вещи, даже которые на Да. машине шью, делаю с Но любовью. есть особенные. Но, кстати, вот эту фуфаечку я люблю Да. особенно. Мне она дорога, мне она нравится. Размер тоже, скажи. Ну, посмотри. универсальный. Размер вот. такой, не знаю, 6XL. Класс. То есть и на меня, и на... От L, скажем, от L до 6XL. Эльки от меня и до 6 элек, таких как я. Докладно. Класс. Докладно. А, кстати, я могу ее одеть быстренько. Дай мне. Вот, точно, покажи, как Я тебе. сейчас ее одену. Смотрите, я же женщина покрупнее, и сразу будет понятно, как она выглядит на мне. Вот смотрите. И она еще на меня запинается. Я, конечно, завязывать ее, закрывать не буду, но она есть достаточно большая. Ты можешь Смотри. её- Класс. Ее именно вот так вот носить. Вот одеваешь для души, для тела, для приятности. Класс. Размер большой, здесь можем завязать, а можно и нет. Можно сделать Можно еще одну пуговичку, пуговицу. да, можно. Если Можно кто любит. кнопочку. Ну, не обязательно. Я Не считаю, обязательно. что не обязательно. Это она же просто как... Это же не зимняя. Да, это да, типа она просто как дополнение к нашим сегодняшней повседневным погоде. вещам, погоде, да, спокойно. Сегодняшней можно. Вот она так выглядит. Класс. Слушай, ну самое интересное, её можно и летом брать с собой, вот так вот, да, вот как-то Абсолютно бац, и точно. она не жаркая, Да, и как бы да, на согласна. прохладные летние вещи. Так что, девочки, вот этот фрагмент, Класс. вот этот кусочек, вот эта картина нарисована руками. Ну, неповторимая вещь, конечно. Я даже если бы хотела такую вторую сделать, может быть, платье сначала, я бы уже не смогла сделать, потому что это, конечно, невозможно. И вот сейчас, Эля, как-то темно, может, свет попробуем включить. Да, мне тоже так показалось, что темно. Не знаю, светлей. Сейчас попробуем. Ну, давай, свет в камеру не падает. Можно. И вот это... вот еще Класс. следующее. В подобном фасоне, вот как ты вот эту льняную не хотела снимать, фасон есть тот же самый. И здесь я тоже соединила. Вот смотри. Ага. Здесь хлопчатобумажная ткань соединена с шерстяной. Мгм. Вот эта шерстяная ткань, она же тянется. Класс. Тянется. То есть дает возможность нам быть универсальным размером. И Супер. она, конечно, рукав сильно большой, но если ты под низ да. оденешь какую-то, не Что-нибудь, знаю, какой-то блузку, гольфик, футболку, блузку, гольфик, да. пожалуйста. И к этому Боже, как я люблю большие карманы. карманы, да, вышиты, естественно, тоже руками и так далее. Но Смотрите. Значит, самое вот главное, что к этому платью есть еще вот такой плащик. Ты его Сейчас. сейчас оденешь, летний, я не знаю, как он называется, пыльник, да? Пыльник. Кардиган. Может Нет, быть, это не кардиган. Кардиганы, скорее всего, это такие грубые вещи, толстые. Такие- А это вот такие пыльник, такой летний такой, да, летний.
дополнение Класс. к вашему строю. Ух И ты. вы в этно, в бохо, этно, тут нет карманов, Ага. нет, не ищи, нет карманов. Карманы только на платье, но как дополнение, смотрите, если можно под платье, можно под брюки какие-то, шары-вары, Ну что да, вы там да, любите, да. вот сделать такой. Можно, вот то есть, себе. отдельно вот этот плащик носить с другим, а можно Конечно. сочетание с этим платьем. Да. Можно, не портит, Да. вид не портит. То есть, если мы этот плащ оденем с платьем, спокойно он прикрывает нам эти голые руки, а на горячую погоду, на жаркую мы можем снять. Натоместь, если, например, Класс. наоборот, мы можем Ага, здесь одеть даже, этот плащик просто как дополнение к чему-то. смотрите, здесь вот, да, даже разрезы такие. Ну и тоже приятный, это Очень, хлопчатобумажная ткань, Все натуральная. вещи, в общем, можно даже не говорить о синтетике. Можно говорить только ОХБ, ОХБ. Но мы можем повторяться на нашем Котоне, канале да. об этом, потому Они что говорят. об этом сегодня речь. Потому что в этом уникальность. Уникальность в том, что оно единственное, неповторимое, ни у кого больше нет. В том, что оно доступное по цене, и то, что оно катоновое. Вот вообще в этом уникальность, конечно, твоего творения. Ну, приятно. Я так обожаю комплименты. Чаще, пожалуйста. Чаще. Да. Хорошо. Спасибо. Вот. Я тоже. Так что это для, например, для любителей... Но я люблю этот стиль, именно бохо-этно. Что такое этно, может быть, кто-то не знает. Девочки, Знаю. это знаешь, да? Да. Это использование всех людовых разных государств, континентов, людовых орнаментов, каких-то знаков, которые показывают принадлежащую, например, вещь какому-то народу. Так вот это все людовое и есть этно. Этно. То, что мы, не знаю, можем сделать в хафты эти крестиком, Да. как в украинской вышивке, можем сделать африканские, вот как здесь, это Таиландия. То есть можем использовать разные такие традиционные рисунки, которые показывают принадлежность к этому стилю. Но Класс, вот хочется, конечно, каждую вещь. Поверьте, блин. Я знала, что я сегодня приду, буду мерить и буду хотеть все. Но у нас Класс. плащи мы, наверное, уже все померили, а теперь что я еще хочу сказать, девочки, о платьях на лето. Вот там я приготовила три штуки платья, тоже лен и хлопчатобумажные. Вот этот фасон, он совершенно другой по сравнению с тем, что мы сегодня вам показали. Но я очень много вещей имею сделанных именно в этом фасоне. Почему? Он универсален. И если мы делаем размер вот на эту выкройку, которую я делаю, то успех гарантированный. И он на маленьких моделях, на больших и самых больших выглядит одинаково. Он скрывает, вообще Бог предвидит то, чтобы это было все свободное, ни в чем нам не ограничивало. И поэтому вот эти платья, этот фасон, он позволяет нам спрятать то, что не нужно, и показать, что декольт или разрезы, показать то, что у нас наиболее ценное. И вот, пожалуйста, летнее платье. Еще одно платье. Сделано на подставе льна. Это лен с поплином. И вот это льняный кухонное полотенце льняное. Я его использовала. Из кухонного? Да. Да, Ну, то есть вот не это... которым уже вытирали посуду, новый, зачем? Боже, какая прелесть. Как можно из Кстати, я купила это полотенец? льняное полотенце, купила в Англии. Обалдеть. Это полотенце стоит дороже, чем некоторые наши вещи тут в Ну, Польше. я думаю, в Англии вообще все дорого. Вот, но мне оно так понравилось. И, кстати, вот это такая Обалдеть. коктейлевая сукня на где-то на Шикарно. уикенд, на, не знаю, на шашлыки, на майские праздники, где можно одеть и чувствовать себя просто Мне звездой. очень нравится вот такой вот верх, такой яркий, и вот эта льняная. Ну и карманы, ты любишь карманы? Карманы тут больше обожаю. Я не карман. могу без кармана, девчонки, потому что люблю все время сюда засунуть телефон, Карманы помаду. сделала зеленые, такие же, как и верх поплиновый, вот он там просвечивается. То есть внутри зеленый. Вот, а Класс. остальное, здесь тоже вставочки сделала вот с этого поплина, а остальное лен и хлопок. Класс, слушай, действительно уникальная вещь.
Казалось бы, очень простая, но она настолько смотрится. Боже мой, вот мне кажется, вот я смотрю сейчас камеру, она не передает вот этой прелести. Ну, может быть, Ну, камера что-то вообще может даже быть, цвета да, не да. передает все, какие бы нам хотелось. Девочки, лен просто. А, кстати, С вот английских идею с полотенец, полотенцами, ты потрясающе. знаешь, я когда-то тоже смотрела в YouTube, я не помню уже кого, не Мгм. вспомню, кто там проводил этот блогер, Обалдеть. и там австралийская такая одна модница, вот у нее было платье ушито как раз с полотенец кухонных. И мне это так понравилось. Да, действительно Я интересно. думаю, нет, ну надо мне найти, у меня дома не было таких полотенец льняных, и я Поэтому долго... ты съездила в Англию, купила Да, полотенце. да. Вот сейчас следующие платья, Класс. которые будешь одевать, они точно так же, то есть как бы идею я оставила ту же самую, она сделана тоже с полотенцами, но просто и с этим самым фасоном, но просто уже по-другому совершенно выглядит, потому что каждую свое платье, свой проект я показываю, представляю по-другому. Вот она одевает следующее платье и фасон, девочки, обращайте внимание. Ух ты. Класс. Вот оно Боже, полотенце, как всегда свободно. пожалуйста, Тоже Австралия, лен. полотенце. Да, лен я чувствую, слушай. Класс. Боже, какая прелесть. Боже, вот эта клеточка красивая сочетается с этими кенгурушками. Слушайте, прелесть. Карманы. Почему голубой выбрала? Видишь, тут небо немножко голубого, такой Ага. бланкитный цвет. Оно И очень вот так хорошо сочетается. Смотри, соединилось. размер. Размер 7 Как XL. обычно и на меня. и на- То есть ты бы могла такое платье одеть? Я боюсь, что я сейчас отложу. Но оно немножко здесь вроде бы как большое, массивное, но оно не портит наши фигуры. Не Класс. портит. Нет, не портит. Нет, мне очень нравится, потому что в моем гардеробе есть не только как бы такие обтягивающие Классические. силуэты, да, или классические. Конечно, я люблю свободное, что-то вот на природу, в магазин просто пойти, да. Ну, мы же женщины, мы даже в магазин красим губы, поэтому вот это вот просто прелесть, это вот выйти прогулять собачку, выйти в парке погулять. Прелесть просто. Ну, не обратить внимание на такое платье Нет, тоже почему? нельзя. Потому что оно яркое. Опять же таки, когда ты пройдешься, ты понимаешь, что ни у кого нет из льняного такого рушника таких Ну и тем более с потрясающих. австралийскими кенгуру. Да не говори, еще и с английских полотенец. Я вам говорю, это действительно уникальность того, что это 6 в одном. И по доступной цене просто. А еще, Да. может быть, нам спинку покажи. Ну, да. А что Вот, это на спине? девочки, самое главное, ну ты что видишь, ты спрятала. Смотрите, что здесь написано. То есть то, что я делаю эти вещи с любовью, это понятно, но я делаю с радостью. И здесь написано «смайл». Улыбнись. То есть каждый, который посмотрит тебе на твою спину, это мордочка, которая здесь, аппликация сделана, он должен усмехнуться, улыбнуться вам. Здесь класс. написано «смайл». Усмехнись, Улыбнись. радуйся, улыбнись. Представляете? То есть идет мужчина, проходит мимо меня, оборачивается А там и читает «Улыбнись», и он улыбается. улыбается. То есть не Класс. улыбнуться на Невозможно. вид такого платья просто Смотри, я невозможно. одела, и я уже улыбаюсь и смеюсь, понимаешь? Потому что оно само платье, оно заряжает словами, мыслями, энергией тем, что вложено как бы в этот проект. Просто прелесть. Слушай, Но кому, обалдеть. как не тебе, как психологу, не понимать Кстати, значение. психолог, Да, обращайтесь психолог. ко мне. Вот. У меня, кстати, на ютубе тоже есть ссылочка. Переходи. Ну, а как ко мне перейти? А я тебе просто лайкну. Пишите ко вы мне. придете. Пишите ко мне. У меня есть фильмы, которые я делаю тоже совместно с Элей, и ее можно всегда найти. Если кому-то нужна помощь мастера, психолога, пожалуйста, пишите, нет проблем, я вам дам контакт, соединяйтесь. Она, кстати, вчера у меня была сессия с ней, я тоже пользуюсь ее услугами. И она мне помогает. Мало того, что она дает консультации как психолог, то она еще занимается цифрологией, тарологией, немного астрологией. То есть все вот эти направления, если вас интересуют, пишите ко мне. Я найду способ, чтобы вас с ней ближе соединить. И вот последнее платье на сегодня, мое любимое. Да, слушай, действительно.
Фасон тот же самый, размер тот же самый, И покажи. тот лен, Ну да? так, и тот Я же самое чувствую. полотенце. Покажи нам Обалдеть. рукава и покажи размер этого Так, платья. размер показываю. Ну и вот какой широкий. Смотрите, фасон есть тот же самый, девочки. Нитка какая-то к тебе жених прицепился, я возьму зеленый, не Я знаю. думаю, в таких платьях ходить. Понятно. Не только жених тут. Вот. Девчонки, А говорят, надо срочно нитку на палец намотать И или... узнаешь имя. Да, и знаешь имя. Воточки, вот это мне очень нравится. Не Класс. делала здесь каких-то микс цветов, хотя ж я люблю очень цветные вещи, но вот здесь вот эти такие постельные тона, Да, этот, не красиво, знаю, даже действительно. бежевый, наверное, такой Да. деликатный бежевый, разбавила его желтым, но все в одних тонах, так как вы видите. И для тех, которые не любят сильно яркие вещи, идеально. Мимо всего, мимо нее пройти нельзя. Да, слушай, а декольте, девочки, боже мой, ну какой мужчина пройдет мимо? Ну Посмотрите, нет, это невозможно, декольте. да, невозможно пройти. Прелесть. И причем она будет и как на большую грудь, вот, посмотрите, да? Вот так и как бы на... Ну, это же на женщину, это же не на девочку. Ну да, А да. нам, что нам что-то... Слушайте, прелесть. Нет что прятать. Смотри. Внизу вот здесь разрезик есть. Но, может быть, дальше нужно отойти, потому что это слишком близко. Вот скотную, пожалуйста. Ага. И такие милые котята. Просто обалденные, мне очень Прелесть нравится. просто, да. Ну Просто и прелесть. Я обожаю котят вообще. Котята это мои самые любимые животные. Блин, вот кенгуру или котята? ну, кенгуру или котята. Что-нибудь. Там-то Ладно, я тоже потом буду интересно думать. по-своему, котята тоже по-своему, но каждая из этих Прелесть. платьев Там льняное неповторимая. из полотенец английских. Дорогие. Кто бы мог подумать, Да, да? кто бы мог подумать. Так что спасибо блогеру, который этот фильмик, эту идею показал мне в своих фильмах. Я ее приняла, спасибо. И сейчас очень часто используют для создания в своих проектах полотенца. Но, правда, полотенца в Польше не всегда можно купить такие, какие бы хотелось. Я стараюсь все-таки вот эти вот взоры неповторимые, такие кенгуры, котята, у нас не купишь таких. У нас обычно или яблоки, или какие-то дыни рисуют на этих полотенцах, а мне это не очень соответствует. Поэтому, конечно, не знаю, когда я поеду в следующий раз в Англию, но я точно найду способ, чтобы пошить еще не одно платье вот в таком плане, в таком образе. Конечно, Ну потому и, что я тебя разберу. ну понятно. И вот еще последнее, одно Я в из моих шоке. последних проектов, девочки, это комбинированное. Естественно, тоже все материалы натуральные. Низ это тонкий батик хлопчатобумажный, а верх это дянинка, тоже картон хлопчатобумажный. И техники, которые здесь я использовала для аппликации, они разные. Если вот впереди я сделала нашивку одну на другую, то сзади я сделала на левой стороне, пришила вот этот надпись и потом вырезала, чтобы вот эти вот такие концы были потрепанные. То есть две разные техники здесь использовала. Ну, для молодежи, может быть, для бабушки Класс. не обязательно, но зато для моложе, Класс. девчонок, Слушай, высоких, она очень длинная. я 1,70 м, девчонки. Вот, 1,70 м модель. Да. Значит, мы знаем, что это на высокую Ну, даже девочку. если бы это вот, даже если бы вот так вот было, тоже, это тоже можно. Ну, некоторые любят Некоторые по любят. земле, У меня, но я например, не дочка люблю. любит очень сильно, чтобы вот прямо по полу все. Что касается размера, ну вот Эля у нас 40, сколько ты говоришь? 44, 46. Ну, 46 я. 46. Вот это ты мне русский размер даешь. 46. А если европейский, то я говорю, девочки, от размера 40 до 50. Потому что я уже больше, и я, конечно, одену это платье, но на мне уже оно не смотрится как. То есть это для более как бы тонких женщин, до более высоких, для молодых. Я считаю, идеальный проект. Класс, очень красиво. Ну, наша балетница, она не может, чтобы не потанцевать, так как вы знаете, что в моих фильмах, которые я снимаю и показываю свои вещи вместе с Элей, она всегда танцует. И вот мне в комментариях часто пишут: ой, вы так красиво двигаетесь, вы так хорошо выглядите. А я говорю, хорошо, я передам, потому что моя моделька, она
какое-то время назад она тоже занималась танцами, балетом, поэтому, конечно, Я еще грация. хочу раз посмотреть, потому что я отвлеклась на звонок сына. Слушай, просто прелесть. Ну говори, рассказывай. Нет, ну Просто давай. прелесть. Ты смотришься в телефон, как в зеркало. Ну, вообще-то тут зеркало тоже Ну, есть. я же не хочу только задом поворачиваться, как понятно, бы к понятно. стриму. Прелесть. Посмотрите, капюшон такой красивый. Можно его вот так вот и вот как смотрится. Просто вот. Но просто для тебя прелесть. я знаю, чего не хватает в этом платье. Что? Карманов. Точно. Но ничего-то же можно нашить, правда? Если Всегда. я у тебя Карманы не можно ты всегда не сделать. сделаешь, да? Так что, кстати, девочки, Ага. если кому-то понравилось какое-то изделие и кто-то хочет каких-то изменений, пишите мне об этом. Если есть такая прелесть, обязательная конечность, то можно что-то сделать, изменить. Кстати, последний комбинезон, который ты у меня купила, я же Ну, тебе да. тоже его переделывала. Да. Да, Что-то да. там мы делали. Мы карманы. длину и карманы доделали. Карманы, да, нашивные карманы с Нашивные джинса я нашила тебе Вот дополнительно. такой вот комбезик, но я его уже купила. Да, и внизу сделала тоже эти джинсовые манкеты. В общем, Эля его уже забрала, будет на лето носить. Так что, девочки, спасибо вам за внимание. Надеюсь, что... Есть что-то. Нет, я думаю, что Вот все. у меня джинсы. Нет? Ну если что, джинсы с блузкой, я вообще-то думала, что ты их будешь с плащами одевать. Ну хорошо, оденет джинсы. Я приготовила эти джинсы, у меня таких джинсов тоже есть несколько. Размеры меньшие, девочки. Это 42, 44. И есть таких джинсов несколько. И вот сейчас у нас блузочкой оденет, покажет. То есть я делаю трансформацию старых джинсов и делаю из них уникальные, неповторимые. Все проекты, которые у меня есть, можете посмотреть на моем YouTube-канале. Сделано руками OLM, на который вас запрашиваю. Подписывайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь. Для меня очень важно, когда вы реагируете. Даже если вам очень не нравятся мои фильмы, ну поставьте дизлайк. Поставьте. Но не останьтесь знать, что вы посмотрели, что вам не нравится, может быть, мой фильм. Но не останьте равнодушными к тому, что я делаю и с чем я делюсь от всего сердца с вами. Ну и вот, пожалуйста, последняя наша модель, джинсы и блузка, которую я сделала. Ты ее на правильную сторону одела? Да, вроде правильно. Блузочка тоже льняная, тонкий лен и с коронкой сделана на шеделку, естественно. Это бумажная, шаделковая короночка от девочки. Ну вот и сами джинсы, посмотри, какая прелесть. Это что, были такие джинсы или ты сама Нет, сделала эти конечно, цветы? джинсы были самые обыкновенные, Класс. синего цвета. И на этих синих штанах немножко рост твой маловатый, ты не любишь таких коротких, я знаю, но все же разные, все же разные. Но вот смотри, все эти цветы, которые здесь сделаны, аппликации, эти бабочки, отрезанные карманы, и все это сделано самодельно. Даже вот эти цветы, они разные. То есть техники, которые я сделала, техники тай-дай, они отличаются. Лапки резаные, рваные. Кто еще, у кого еще такие штаны есть? Ни у кого. И никогда не будет. Даже если вы захотите сделать по Лениному примеру, они у вас все равно будут другие. Ну, конечно, конечно. Учитесь, берите обучальные видео, смотрите их бесплатно, лайкайте Лене. Все свои проекты, девочки, которые я вам даю абсолютно бесплатно. Делайте, учитесь, радуйтесь. Очень хорошо. А как я это делаю? Вот это вот даже вот эта потрепанность, я обожаю такие вещи. Вообще этот стиль бохо, хиппи мне очень нравится. Я сама старая женщина, но я себе не такое удовольствие не могу отказать. И я ношу такие вещи. Вчера была в таких брюках, ты знаешь. И вот смотрите, две бабочки, которые здесь сделаны аппликация, одна впереди, одна сзади. Они тоже сделаны в разной технике. И как это делать? У тебя есть на видео? Конечно. То есть входите на YouTube, сделано руками OLM, и там вы найдете, я все показываю, рассказываю шаг пошаговый. То есть если не хотите делать, не надо, можете купить готовую вещь. А если хотите сделать что-то такое, пользуйтесь моими помыслами, проектами и делайте, шойте себе сами. Но ты пока не раздевайся, подожди, мы идем и попрощаемся, потому что наша сессия сейчас закончится. Садись. Вот, девочки,
Вот две бабушки, подружки встретились, поболтали, поделились своим мнением, порадовались примеркам. Мгм. Я тоже люблю примерять вещи. Когда, например, я выезжаю в Турцию, иду в магазин, не всегда покупаю, не всегда, но померять я люблю. И себе отказать такого Точно. удовольствия не могу. Делаю тоже такие фильмы иногда. Входите, смотрите, приглашаю. Всем Все, пока-пока. пока-пока. Спасибо. Подписывайтесь на Подписывайтесь. канал «Сделано руками ОЛМ» и Алина канал Таро, Элина Таро. где я психологист, психолог. Психологист, психолог приглашает вас на По свой канал. совместительству подруга. Пока-пока. Все, пока-пока.